Итак, добрый день. Меня зовут Ярослав Гозный. Я директор компании Alliance. Мы компания, которая занимается климатической техникой. Поставляем различные оборудования в Украину. Работаем на рынке с 2013 года. И постоянно находимся в развитии и в поиске того оборудования, которое было бы наиболее эффективным, лучшим образом подходило под потребности нашего рынка, под потребности нашего клиента, и при этом уже имеем ряд хороших поставщиков. Наше оборудование применяется в самых различных сферах бизнеса. Это рестораны, гостиницы, медицинские центры, морские корабли, серверные, то есть сферы самые разные. Применяя наше оборудование, можно закрыть практически любой сегмент климатической техники. За счет нашего оборудования, которое мы поставляем от наших партнеров. Сейчас я бы хотел сказать о компании Imbat, которая есть очень амбициозная, у нее есть интересные решения, у нее есть те решения, которых отсутствуют, либо имеют очень малую конкуренцию на европейском, на мировом рынке. Мы рады работать с этой компанией. И сегодня наш партнер, господин Озген, расскажет об одной из особенностей, одной из технологий, которая выделяет их компанию среди конкурентов. Пожалуйста. Thank you very much. Well, first of all, thank you, Mr. Yaroslav, and for all of the Alliance team. Благодарю прежде всего Ярослава и всех присутствующих to me to have this opportunity here. За то, что дали возможность выступить сегодня. As Mr. Yaroslav mentioned, my name is Özgen. I'm from the Imbat company. Как Ярослав сказал, меня зовут Озген, я из компании And we're Imbat. from Turkey. Today I'm going to talk to you about innovation, energy efficiency, and the future of the HVAC industry as we see it. Мы сегодня поговорим об инновации, энергоэффективности и будущем ХВАК, как мы его видим. I'm going to try to do this with telling you a story, and I'm going to do this through a slight emphasis on my company Imbat. Я расскажу вам рассказ, в центре которого будет компания Imbat, наша компания. I'm here with Mrs. Nuria. She's the founder of the company. Я приехал сюда с госпожой Нурио, она основатель компании. As I'm not an engineer, if you've got any questions, we'll have it after the presentation, and Mrs. Nuria is going to help. Поскольку я не инженер, и если у вас будут технические вопросы, попрошу их задавать госпоже Нурия, поскольку она разбирается в технике. Imbat was founded in 1991. Again, Mrs. Nuria is the founder. Imbat был основан в 1991 году. And throughout 29 years, we've always been an engineering company. И 29 лет мы являлись инжиниринговой компанией. We don't buy and sell products. We design, produce, and sell our own products. Мы не покупаем продукцию ни у кого. Мы сами разрабатываем, производим и продаем нашу продукцию. And lastly, we focus on energy efficiency. We believe it's the most important thing when we're trying to sell HVAC products. И сейчас в центре нашего внимания энергоэффективность. Мы считаем, что это основной фактор, если есть желание продавать продукцию в секторе ХВАК. Now, around 5-6 years ago, we started working on our eco-friendly products. We started working on green energy. We started working on energy efficiency. 5 лет назад мы начали работать в сфере энергоэффективности, применения зеленых технологий. Back in the day, we would scream, we would tell people that the governments will start to incentivize, start to regulate these energy efficiency products. Сейчас правительства различных стран начали стимулировать людей в приобретении энергоэффективного оборудования. So that shift in the market happened, and the government started to regulate and incentivize products. They say, if you buy this energy class A products, for example, I'm going to supply 10% of this back to you. И это вызвало сдвиг на рынке. Правительство стало стимулировать и регулировать рынок. Например, правительство вводит такую норму. Если вы покупаете энергоэффективную продукцию, мы компенсируем вам 10% ее стоимости.
we knew we had to be ready for these regulations, incentivizations, and now we're ready for it with our product range. И мы понимаем, что мы должны быть готовы к изменению регулирования рынка. И сейчас, в настоящий момент, мы понимаем, что мы уже готовы, даже если такие нормативы будут введены или изменены в будущем. Again, we take pride in our engineering. We design and produce every single product we sell. Опять-таки хочу подчеркнуть, что мы гордимся нашим проектным отделом. Мы самостоятельно разрабатываем всю продукцию, которую мы производим и продаем. And we try to focus on what we do well, which is design and then production. We don't have energy nor the time to get to know the Ukrainian market, for example. We rely on companies like Alliance that has the ability to navigate the market with ease so that we can sell our products. Мы концентрируемся на разработке и производстве. У нас нет времени на завоевание рынков. Таким образом, например, в Украине, благодаря такой компании, как Alliance, мы уверены в развитии продаж нашей продукции. Because we have to focus, we have to spend our energy on what we do best, which is production, design, R&D development. Мы хотели бы концентрировать наши усилия на том, что у нас получается лучше всего. Проектирование, разработки, исследования и развитие. To summarize our philosophy, we produce high-efficiency products, we do original designs, and we have innovative solutions for anti-specific problems you might have. Таким образом, вкратце, наша философия. Мы производим высокоэффективное оборудование, высококачественный дизайн и инновационную продукцию. Right. This is our product range. Это ассортимент нашей продукции. Our centerpiece is going to be rooftop units. Основа нашего производства – это руфтопы. However, there's going to be a lot of importance on close control units in the up-and-coming years. Мы планируем концентрировать наши усилия в будущем на прецизионных кондиционерах. I will give more information about each of these a bit later. Я поговорю об этом позже. We also do hygienic units, which are used in surgery rooms, for example. Мы также производим высокогигиеническое оборудование, которое пригодно для использования в операционных. Pool dehumidification units, which are used in indoor pools. Осушители, которые используются в закрытых бассейнах. Close control units are for server rooms, data rooms, switchboard rooms, прецизионники для различных коммутаторных серверов, museums, so on. музеев и тому подобных помещений. Also, we have chiller groups, heat pump screw. У нас есть группа чиллеров, группа тепловых насосов с We produce the винтовым cooling towers, компрессором. Мы condensing производим units, градирни, air handling units, fan coils, and cold storage вентиляционные units. установки, фан-койлы. Now, here is the bit about innovation, energy efficiency. This is what makes us different from many other competitors. Давайте поговорим об инновации и энергоэффективности. Именно этим мы отличаемся от конкурентов. In this industry, especially when it comes to rooftops, we have to compete with the world giants. We have to compete with biggest names in the industry. В этой сфере, особенно в руфтопах, нам приходится конкурировать с крупнейшими международными компаниями. So we have to make ourselves different. Таким образом, мы должны чем-то выгодно отличаться. Now, a symmetric cooling circuit is the technology of using multiple compressors connected to the same cooling circuit. Технология асимметричного охлаждения. Что это за технология? Используется несколько компрессоров, подключенных в один контур охлаждения. This is not only used in rooftops. We try to apply this to any product we have, but it has to have multiple compressors. Мы используем это не только для руфтопов, во всех продуктах, в которых необходимо несколько компрессоров. Right. So what is it exactly? Пояснение. Let's say for an application we have 30 kilowatts of cooling capacity required. Например, нам требуется мощность охлаждения 30 киловатт. Most of the companies, well, this is just an example, by the way. Это просто пример. Most companies will be using one compressor, 30 kilowatts capacity. Большинство компаний будут использовать один компрессор мощностью 30 киловатт. Now, instead of that, we try to use two compressors 9 kilowatts and two compressors 6 kilowatts. Вместо этого мы используем два компрессора по 9 киловатт и два компрессора по 6 Now, киловатт. at first look, this looks inefficient.
С первого взгляда это кажется неэффективным. But it's just the opposite. It's just the opposite. It's not inefficient at all. На практике получается наоборот. So this provides one steps. If you connect two compressors with the same power to the two cooling circuits, that provides you 2 steps. However, with the asymmetrical cooling application, if you use 4 compressors, for example, you can go up to 7 steps. Если у вас один компрессор, это будет один этап мощности. Если у вас 2 компрессора равной мощности, это будет двуступенчатая система. В комбинации 4 компрессоров, то есть 2 парные комбинации, может быть до 7 этапов энергоэффективности и мощности. This is real data collected from a real place, the real job that we've done before. Это реальные данные, полученные на нашем объекте, которые мы выполнили в прошлом. This is from Ege University, from Izmir, which is one of the biggest university in our city. And Данные университета ЭГЭ, это университет в Измире, один из крупнейших университетов в нашем городе. This is the project we completed from the auditorium. Это проект, который мы сделали для аудитории. As we can see here, that's the time of the day. Здесь вы видите время дня, That's the ambient temperature. температура окружающего So as we can воздуха. see, around 2 p.m., that's the hottest time of the day. Где-то в 2 часа дня самое жаркое время суток. The required capacity is always 25 degrees indoors. Требуемая мощность всегда в помещении. And this is the number of people. As we can see, as the number of people increases along with the ambient temperature, we can see the increase in the required capacity. По мере увеличения людей в помещении, по мере увеличения температуры воздуха, мощность возрастает. Again, as the number of people increases, we can observe the needed capacity increase as well. По мере увеличения количества людей мы видим увеличение в потребляемой мощности, Because people produce heat. потому что люди вырабатывают тепло. Now, this is the maximum capacity of the unit. Это максимальная мощность агрегатов. But how do we calculate this capacity? И как мы ее рассчитали? We take the hottest day of the year. Мы берем самый жаркий день в году, We take the hottest hour of that day. самые жаркие часы в этот самый горячий день, And we assume the place is going to have maximum capacity of people at all times. и берем данные в тех местах, в которых находится максимальное количество людей. Now, the combination of these possibilities very rarely happen, like a couple of hours a year maybe. Комбинация этих 3 факторов очень редко происходит. Это возможно буквально пару часов в год. So the unit will be mostly working with lower capacity levels than the required. То есть обычно агрегат будет работать с мощностью намного ниже, чем максимальная требуемая мощность. This is classic applications. This is one compressor working continuously. It starts and stops and starts and stops. Это классическая реализация. Один компрессор, который работает, он включается и выключается. Because it's calculated to give the maximum capacity possible. Потому что он рассчитан на выдачу максимальной необходимой мощности. This is 2 compressors. Again, it gives a very similar vibe. Это 2 компрессора, они работают очень просто, тоже включение и отключение. You know how you're in a car, in the traffic, you start the car, stop the car, you waste a lot of gas. Вы знаете, например, так же, как и с 2 компрессорами, точно так же, как в пробке, когда машина трогается, чуть-чуть проезжает, останавливается и опять трогается, расходуется очень много топлива. It's basically the same concept. В However, данном случае концепция точно такая же. if we use 4 compressors, as I mentioned before, with this project, we can see we can get really close to the real required capacity levels without using an inverter compressor. Вот компрессор. Inverter compressor. Without using an inverter compressor. Если мы будем использовать комбинацию 4 компрессоров, мы получим мощность очень близкую к нашей фактической нагрузке без использования инверторного компрессора. Because at the moment, HVAC industry is not very suitable to use inverter compressors. It becomes, for example, 20%, it may become 20% more expensive if we decide to use inverter compressors. So this is our solution. Without using the inverter compressor, getting really close to the possibilities of using the inverter compressor. В настоящее время в сфере ХВАК инверторные компрессоры становятся непопулярными, потому что их стоимость примерно на 20% выше. Таким образом, мы предлагаем реальное решение без использования инверторного компрессора и с достижением сравнимой с ним энергоэффективности.
Right. So the main aim is to get the condensation value lower so that we have increased the capacity. Основная цель – это получить температуру конденсации ниже, тогда наша мощность увеличится. We can observe here as the condensation value gets lower, the capacity will increase, but the power input will decrease. Мы видим в этой таблице, по мере снижения температуры конденсации мощность увеличивается, а потребляемая мощность уменьшается. This data is one of the better known compressors, Copeland, this model. Это модель для очень известной марки компрессоров Copeland. We aim the condensation temperature to be lower, and for every 5 degrees that the condensation gets lower, we can observe 23% energy efficiency increase with the compressors. Здесь мы видим по нашим расчетам с уменьшением температуры на каждые 5 градусов энергоэффективность возрастает на 23%. Now, again, we try to use this with every product we produce that has multiple compressors. Мы стараемся использовать эту технологию во всех продуктах, в которых есть несколько компрессоров. I'm going to talk to you about our rooftop units now. Теперь давайте поговорим о руфтопах. We've got a wide capacity range from 7 to 350 kilowatts. У нас очень широкий диапазон мощности от 7 до 350 киловатт. We're waiting for your event to build a new laboratory that has the capacity to test bigger units so that we can have the Eurovent certification on our bigger units as well. На меньшие агрегаты у нас есть сертификация в Eurovent, и мы с нетерпением ожидаем, когда Eurovent построит мощности, способные сертифицировать наши более крупные агрегаты. Пока таких мощностей у Eurovent нету. Now, I'm sure you're all familiar with Eurovent, but I'll tell you what they do anyway. Я знаю, что вы знакомы с Eurovent, но в любом случае я хочу разъяснить, что они делают. That the capacity levels we have in our catalogs match with the real capacity values we have in our products. Они подтверждают, что уровни мощности, указанные в нашем каталоге, являются реальными уровнями мощности, которые способны выдавать это оборудование на практике. We're the 7th in the world to have the Eurovent certification on our rooftop models. Мы седьмая компания в мире, которая имеет сертификацию Eurovent по классу энергоэффективности А и Б. And as of 2010, we stopped building Energy Class C products. Everything we build is going to be Energy Class A or Energy Class B. С 2010 года мы прекратили производство продукции энергоэффективности класса С. Таким образом, вся наша продукция по энергоэффективности относится к классам А и Б. Again, we have to compete with the world giants constantly. So we have to make some things different about us. This is everything, this is what we produce, this is what you're going to have as a standard in our units without having to pay anything extra. Опять-таки, мы вынуждены конкурировать с международными лидерами. Для этого нам нужно чем-то выгодно отличаться. Но прежде всего у нас должна быть стандартная комплектация, которая есть у всех остальных. В таком случае мы отличаемся ценой. Зачем платить лишнее? Vast majority of our competitors will charge you for these ones. Преобладающее большинство наших конкурентов будут брать дополнительные деньги за те же самые стандартные характеристики. Again, Energy Class A, Energy Class B, with compatibility with ERP solutions to 2018. Опять-таки, энергоэффективность класс А, класс Б и соответствие директиве ERP 2018. We always have thermodynamic heat recovery if the unit has supply and a return fan. Если в оборудовании есть приточный вытяжной вентилятор, у нас всегда есть термодинамический рекуператор Which I'll tell you about a bit later. We have asymmetrical cooling. Подробнее расскажу об этом позже. The units have the capability to switch between 0% fresh air ratios and 100% fresh air ratios automatically. Наши агрегаты способны переключаться в диапазоне подачи приточного воздуха от 0 до 100% автоматически. Again, for extra insulation, extra energy efficiency, we use sandwich panels, dual skin. Для улучшения энергоэффективности мы используем сэндвич-панели, теплоизоляция. We can produce water-cooled models, and we have a wide capacity range. У нас модели с водяным охлаждением, и у нас широкий диапазон мощности. As optional features, I'm going to be really quick. We can do rotary and plate heat recovery. Дополнительные характеристики – это пластинчатый теплообменник и водяной теплообменник. AC plug, AC fans. Вентиляторы AC, plug fan и EC, ES. Electronic expansion valve, smoke detector, CO2 control.
ЭТРВ, детектор дыма. Hot water, steam, electric heating, natural gas. Наше оборудование может работать с центральным отоплением. Yeah, I'm just reading them. Yeah, I would also prefer. Alright, it's right there. Appreciate this option. It does not move? No, it doesn't. А чего не движется? It's just there. No, it's in my notes. I didn't want to bore people with it. Sorry, But we're я almost прошу done. прощения. Наше оборудование может работать с системами подачи горячей воды, отопления паром, электроотоплением и отоплением на основе природного газа. All right. Thermodynamic heat recovery is a very simple innovation, but it's really effective. Термодинамическая рекуперация тепла – это очень простая инновация, несмотря на это, она очень эффективна. This is our exhaust air coming from here, Это вытяжной воздух выходит оттуда, which is again sucked into the condenser, поступает в конденсатор, which gets the condensation temperature lower температура конденсации снижается, and provides energy efficiency. и таким образом обеспечивается энергоэффективность. Again, for the condensation to be lower, if the condensation is lower by 1 degree, we can observe 4% energy increase in the units. Если температура конденсации на 5 градусов ниже, мы наблюдаем, при снижении температуры конденсации на каждый 1 градус энергоэффективность повышается на 4%. Now, Eurovent doesn't calculate this. Евровент не производит такие расчеты. So what that means is any rooftop units you buy from Imbat is going to work with slightly better capacity values than that is on the catalog. Что это значит? Любой руфтоп, который вы покупаете, будет работать чуть-чуть с более высокой энергоэффективностью, чем указано в каталоге. So, and then even when we apply the plate heat recovery system here, Если у нас пластинчатый теплообменник, we still take advantage of the thermodynamic heat recovery system. мы все равно используем преимущество термодинамической рекуперации тепла. Same goes for the rotary heat recovery. Even if we put the rotary heat recovery system here, we still take advantage of the thermodynamic heat recovery. Те же самые идеи в роторном рекуператоре тепла. Мы в любом случае используем термодинамическую рекуперацию. These units do free cooling automatically, which is, I believe, really important for Ukraine. Агрегаты с фрикулинг, которые работают автоматически, мне кажется, что это интересно для Because the Украины, country can get slightly cold sometimes. потому что can get slightly, Cold. потому что в нашей стране бывает достаточно холодно иногда. Free cooling is when the unit automatically stops using the compressors and starts taking the fresh air from outside, fresh cold air from outside, and directs it inside. Фрикулинг означает, что в какой-то момент компрессор останавливается и для охлаждения использует приточный воздух. We can do this through enthalpic values or thermal values. Мы это можем сделать на основе термодинамических или энтальпийных значений. This is a capital of Turkey. This is Ankara. This is again real data from a real place. Столица Турции Анкара – это реальные данные. This is cold for us. These are the average temperatures of the city. Средние температуры в городе. That's the ideal inlet temperature, and that's the ideal blowing temperature. Верхняя – это идеальная температура, и нижняя горизонтальная линия – это идеальная температура So, вентиляции. if it gets cold enough, for 3 months straight, this unit stops working the compressors, so there's not going to be any power going to the compressors. This unit will just take the fresh air, filter it, put it inside. So 3 months, no compressors working. Если 3 месяца у нас достаточно прохладная температура воздуха, то 3 месяца оборудование не будет использовать работу компрессора, будет просто забираться свежий воздух с улицы, и за счет того, что он более прохладный, этого будет достаточно для охлаждения помещений. The gas burner, we added modularly here to the standard unit. Газовая топка мы To the standard unit. This is the unit, that's the gas. на данном слайде к стандартному агрегату добавлена газовая горелка. Again, on the contrary to our competitors, we use body design with double-walled insulated panel, and this is thicker and more dense than any of the competitors out there. В отличие от наших конкурентов, мы используем сэндвич-панель.
Наше преимущество в том, что наша сэндвич-панель более толстая и плотность изоляционного материала выше. Even if the competitor has this in the unit as a standard, which doesn't usually happen, they use 50 kilograms per meter squared. Даже если у конкурентов есть сэндвич-панель, обычно это не стандартная характеристика, а опция, плотность минеральной ваты, теплоизоляции у конкурентов обычно 50 килограмм на метр, у нас 70. Close control units. Прецизионные кондиционеры. We believe this is the market that will show the most growth in the coming years. Мы считаем, что этот рынок будет активнее всего развиваться в ближайшие годы. Because even the small offices, even the regular households maybe will start to have a server room, switchboard room, and something similar that produces heat inside a room. Потому что мы считаем, что даже маленькие офисы и небольшие домохозяйства, в них скоро появятся серверные или другие помещения с оборудованием, в которых вырабатывается тепло, и его можно использовать. And when there's heat produced inside a room that we need to cold, we can always use multiple compressors, we can always use free cooling. И если есть помещение, в котором производится тепло, и его можно использовать, для таких установок мы можем всегда использовать несколько компрессоров. These are used in system rooms, museums, Сфера laboratories, применения. switchboard rooms. Коммутаторные, музеи, серверные, помещения с оборудованием, лаборатории. So anywhere that you need to control the humidity and the temperature to very delicate levels. Все помещения, в которых необходимо очень точный контроль влажности и температуры. We can again choose between EC and AC plug fans. У нас есть на выбор вентиляторы типа AS и ES. We can use electronic expansion valves. Мы используем ЭТРВ. And for the required precision, this model can control the relative humidity down to 2%. И если требуется точный контроль, то наше оборудование обеспечивает контроль влажности до 2%. And this unit can control the temperature -+1 degree. И точность контроля температуры плюс-минус 1%. We can connect this unit to built-in automation system so that it does everything automatically. Мы можем подключить это оборудование к БМС, и тогда вся регулировка будет происходить автоматически. Also, we can produce units that can work down to -45 degrees. И мы можем произвести это оборудование в исполнении, которое будет работать до -45 градусов. In other words, we sell to Russia. И другими словами, мы продаем это в Россию. Back in the day, we used to do a lot of custom production because that's how we could operate in the business. Оборудование под заказ – это еще одна наша возможность иметь часть бизнеса и завоевать рынок. Now we chose the path to actually include a lot of variations in our models with possibilities. Сейчас мы выбрали путь включения различных вариаций изменений в наше оборудование. What this means is we can do upflow models, we can do upflow planning box, downflow, free cooling upflow, free cooling downflow. На слайде вы видите все возможные варианты нашего оборудования. Вертикальное, с потоком воздуха снизу, с выпуском воздуха вверх или на стену, с фрикулинг, с потоком воздуха вниз или вверх. And we can combine these with these variations, which are direct expansion, water coil, И мы можем and both. комбинировать эти опции со следующими вариантами. Прямое расширение, водяной теплообменник и прямое расширение с двойным контуром хладагента. Also, we combine these again with these variations, which are air-cooled and water-cooled models. Также с возможностями водяного и воздушного охлаждения. So with these variations, when you multiply them, there's a lot of models. With rooftops, we've calculated that we have more than 2 million variations in our models. Если мы помножим все возможные опции, все возможные комбинации, мы посчитали, что для руфтопов вариантов моделей у нас около 2 миллионов. We also produce chiller units, air-cooled, water-cooled, and we do specialized solutions for low temperatures. Мы также производим чиллеры с водяным охлаждением, воздушным охлаждением и специальные решения для холодного климата. Our capacity level can go up to 1,750. Мощность
от 1750 киловатт до 1750 киловатт. We've got the Eurovan certification in scroll compressors, chillers with heat pumps from 100 kilowatts to 600 kilowatts. Сертификацию Евровент мы получили для чиллеров и тепловых насосов мощностью от 100 до 600 киловатт. And we also have up to 2000 kilowatt screw compressors. У нас есть спиральные компрессоры мощностью до 2000 киловатт. Seawater chillers which operate with seawater. Чиллеры, которые работают с морской водой. And screw compressor chillers. И чиллеры на винтовых компрессорах. I'm gonna let you read these. Вы можете прочесть основные опции. I read with pleasure. Защита от недостаточного потока воды, удаленное дистанционное управление через компьютер или систему автоматизации зданий, конденсатор медь, защитные решетки для конденсатора с воздушным охлаждением, модели с рекуперацией тепла и фрикулинг, контроль испарения и конденсации через циркуляционными насосами с гидромодулем и микропроцессором и так далее. Pool dehumidification is quite self-explanatory. It dehumidifies pools. Осушение бассейнов. Название говорит само за себя. Применение в бассейнах. We can provide heat pumps with it. We can go up to 202 kilos. Мы можем давать конструкции с тепловыми насосами, можем обеспечивать до 220 килограмм в час. And I'm getting to the end. Я уже скоро заканчиваю This презентацию. is just a few challenges that we took that we wanted our R&D department to handle. Это наше будущее. Мы хотим, чтобы отдел исследований и разработок все-таки сделал это решение. This project specifically, Эти проекты. it's for a university, that's in Izmir again. Это для университета. Now, these guys, they wanted to grow a specific plant that only grew in Himalayan mountains. In what mountains? Himalayan. Хималая. В этом университете хотят выращивать особые растения, которые растут только в Гималаях. They wanted the exact sunlight ratio, they wanted the exact humidity, they wanted the exact temperatures that existed in Himalayan mountains. И они хотят создать атмосферу Гималаев, точное значение влажности, температуры. And after 7 years, they still grow that plant in that room. Уже 7 лет они выращивают растения в этом помещении. We've been selling to almost everywhere in the world. Мы продаем продукцию практически во все уголки Our мира. main areas is going to be Central and Eastern Europe. Основные регионы – это Центральная и Восточная Европа. Turkey, the CIS countries and Gulf area is really important for us. Зона Персидского залива также Also, we важна have для нас. representatives in Russia. И у нас значительные продажи в России. Again, high efficiency is going to be the real deal. It's what the future of the HVAC industry is looking up to. Опять-таки хочу повторить, высокая энергоэффективность – это реальность, это будущее сектора ХВАК. And the companies who refuse to go with the industry's flow is going to either have to innovate their products or they're going to have to perish completely. И компании должны решить для себя, либо они будут внедрять инновации, либо они проиграют на этом рынке. The governments regulate this. People need this. Людям это нужно, правительство это регулирует. We're here with our energy efficient products. И мы привезли сюда энергоэффективную продукцию. Thank you very much for listening. Thank you, Mr. Yaroslav. Thank you very Благодарю much. вас за внимание. If you've got any questions, Mrs. Nuria can Вопросы? answer. Right? Question for you. You use few compressor and is more expensive than inverter compressor. It means it's my opinion. Yeah, I get it. Şunu demek istiyor. Inverter kompresöre göre iki kompresör Kullanmak daha pahalı bence diyor. bence. Büyük cihazlarda inverter kompresör pahalı. Küçük kompresörler küçüldükçe kullanım sayıları çok olduğu için daha ucuz. So, Şu anda rooftop cihazlarda
%20 gibi daha inverter kullanılırsa daha pahalı. I'm talking about specifically on rooftops. When you Я use, говорю о специфических руфтопах. when you use an inverter compressor, especially with the big capacitor units, it's going to be around 20% higher. But Если вы используете инверторные компрессоры, особенно для крупных Because we агрегатов, buy- стоимость будет на 20% выше. Но because we buy a tremendous amount of small compressors, we can get them so much cheaper. поскольку мы покупаем мелкие компрессоры, разница по цене будет значительной. So it becomes way less. Bizim tedarikçimiz Danfoss, ana tedarikçimiz. Our main Belki onun getirdiği bir şey de olabilir. Uzak doğu malları kullanmıyoruz. Our main provider for the compressors is going to be Danfoss. We make sure that the Danfoss is built in Europe, not the Chinese models. Основной поставщик наших компрессоров это Danfoss. Мы всегда проверяем, чтобы это был Danfoss, сделанный в Европе, So а не this в might Китае. change. This might change if we start buying from China, but we don't. Right now, to buy, let's say, 4 small compressors is a lot cheaper than buying a single inverter compressor. Ну, конечно, если мы будем покупать в Китае, это может измениться, но пока купить крупный инверторный компрессор намного дороже, чем купить 4 маленьких. Verimdeki kazandırdığının geri ödemesine baktığımızda da 5 seneden daha uzun bir sürede amorti ediyor. Yani %10 Inverter mi? inverter'a asimetrik soğutma %10 yaklaştırıyor verimi. Hı hı. O aradaki yani inverter kullanılsaydı kazanacakları enerji ile geri dönüş süresi yatırımı 5 seneden fazla olduğu için en uygun teknoloji şu anda bu kapasiteler için asimetrik soğutma teknolojisi. Because when we use inverter compressors, the initial price that you pay is going to be more expensive. The way it returns back to you is going to be more than over 5 years. И когда вы покупаете инверторные компрессоры, изначально вы платите больше. Экономия наступает через 5 лет после начала эксплуатации. And people don't want to wait 5 years to be able to get the energy efficiency results back. И люди не хотят ждать 5 лет для того, чтобы достигнуть энергоэффективности. Therefore, we try to get closest to the inverter possible with small compressors, which is a lot cheaper to begin with. Именно поэтому мы стараемся Inverter'da kullanıyoruz. получить ту же самую производительность, которую дают инверторные компрессоры, не используя их. We do use inverters at the moment as well, according to requires. Мы используем инверторные компрессоры в настоящее время там, где они действительно необходимы. In the future, as the inverter compressors prices decrease, we're all going to start using inverters all the time anyway. Но в будущем, если цена на инверторные компрессоры снизится, мы их будем использовать шире. All right, let's end the conference then. Thank Давайте. you very much again. Благодарю вас еще раз. Давайте заканчивать конференцию.